Всем привет! Сегодня у нас расклад слияния душ, да, проверка совместимости. Загадывайте своего любимого человека и посмотрим. Прежде чем начать, конечно же, приглашаю всех в проживание арканов. Приглашаю в манифест и в эзотерическую библиотеку с закрытыми раскладами. А также есть обучение точечное по колодам, трактовки, обзоры. Это все в магическом чате, в закрепленном комментарии ссылки. Ссылки на это все в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Повешенный. Ой, нет, да, повешенный. Иерофант. Туз кубков. Жрица. Тройка жезлов. И рыцарь кубков. Ну что, единички, пристегнули штанишки и полетели. Первая карта — это твоя энергия сейчас. Ну смотри, по повешенному ты как в ожидании зависла. Все как будто вот застыло, но внутри тебя зреет решение такое, которое способно перевернуть твои привычки. И может казаться, что жизнь, остановилась, да, застопорилась. Но на самом деле это не пустая пауза, нет. Это, знаешь, это время, когда ты вглядываешься глубже, пытаешься нащупать вот искренние свои желания, да, а не какие-то там мелкие капризы. То есть глазки открываются. И вот такая внутренняя заминка — это ни в коем случае не слабость. Это, знаешь, вот это шанс понять, что именно тебе нужно для настоящего счастья. Понимаешь? Хочется и спокойствия, и перемен. И это все одновременно. Ты готова пересмотреть там старые свои паттерны, подходы и так далее, но пока ты осторожничаешь. Понимаешь? То есть ты вот зависла вот как бы в мертвой точке, понимаешь? И вот это ощущение подвешенности — это не признак тупика. Это возможность настроить свою волну так, вот, чтобы выйти из затишья вот этого обновленной. Главное, конечно, не бойся признать, что старые решения, там, старые твои взгляды, не устарели. И нужно, прям вот не нужно, а вот пришла пора найти свежий взгляд на все. И в таком состоянии любой толчок, он способен резко вывести тебя вот на новый уровень жизни. Так что не бойся то, что ты немножко подвисла. Его энергия сейчас по Иерофанту, он про семью, да, вот эти традиционные ценности у нас Иерофант, про стабильность, про вот эти определенные правила морали, да, про семью и так далее и тому подобное. Его мир — это сейчас, знаешь, вот как не место для слишком смелых экспериментов. Он любит, когда все идет по накатанной, когда есть четкие роли, четкие ожидания от отношений, да, и при этом он пытается, как сказать, учить других, не спрашивая даже, нужно ли им это вообще. Это не всегда плохо, потому что его принципы, они дают ощущение надежности, но насколько эти правила совпадают с твоим вот этим свободолюбивым настроем. Если он не навязывает тебе свое видение, да, а просто готов быть опорой, это хорошо. Но будь готова, что он способен, как сказать, хочешь не хочешь, а учись, да? Как сказать, нет, не так я скажу, знаешь, как скажу? Он способен давить моралью. Понимаешь, это вот когда
Тебя пытаются научить, а тебе-то этого не нужно. Ну, то есть, ты поняла, да? И ему важно чувствовать, что он что-то вот правильное делает. И именно поэтому он хочет, чтобы ты жила вот по тем же правилам. Здесь и кроется его двойственность. Он может дарить стабильность, но будешь ли ты счастлива в рамках вот этой стабильности? Ну, это огромный вопрос. Сфера вашего наилучшего совпадения по тузу кубков. Ну, тут понятно, да? Эмоции. То есть эмоции, которые накрывают вас обоих с головой. Между вами есть вот это вот искреннее чувство, да, которое при правильном подходе способно перерасти там в глубокую близость. И я не про семью. Я в раскладах не про семью. Я в раскладах про именно вот близость на уровне души. Понимаешь? Эмоциональная связь между вами, она может быть вот очень нежной, такой вдохновляющей. Между вами легко возникает там тепло, сострадание, желание понимать, там поддерживать и так далее. Если что-то и двигает вас навстречу друг другу, так это вот именно вот этот отклик души, когда хочется улыбаться уже, когда о нем подумаешь. Понимаешь? Именно вот эта сфера, она надежду дает, что при, при должном внимании вы можете выстраивать отношения на вот этой чувственной искренности, да? Без вот этих глупых игр на публику. Главное не позволить быту, да, рутине задушить вот эту искру. Если оба будете готовы вкладываться в эмоциональное общение, то совместная жизнь, она наполнится там... совместная жизнь, я имею в виду вот ваши отношения. Не обязательно вместе жить. И вот ваши совместные отношения, да, они могут наполниться такими яркими моментами и душевной близостью, которую вот, редко где найдешь. Давайте правде в глаза смотреть. Сфера наибольшего несоответствия жрица. Ты просто ведьма. Да шучу. Нет, ни в коем случае нет. Здесь, знаешь, здесь про недосказанность, да, или вот про неумение раскрывать свои глубинные мысли. Не просто вот, да, я мечтаю покушать там борща, а вот именно такие вот глубинные мысли. Он умалчивает важные вещи, ты закрываешься в себе, и в итоге вы оба перестаете понимать, что на душе друг у другого. Ну, ты поняла. То есть у вас возникают вот эти тайны, домыслы, а может он меня все-таки не любит, а может она мне изменяет, а может я ей не нравлюсь, а может я ему не нравлюсь. Ну, вот это примерно, понимаешь? И может показаться, что один из вас специально держит дистанцию. На самом деле проблема, знаешь, в чем? В том, что вы оба склонны уходить вот в свои внутренние миры. Вы прям два сапога пара, но есть недосказанность по жрице, понимаешь? Как сказать, вот, когда люди не до конца открылись друг другу. Потому что в вашем внутреннем мире вы вот, не рассказывая друг другу, что внутри, и вот это порождает, непонятные подозрения. Понимаешь? Как у тебя, так и у него. Вы, потому что по этому варианту два сапога пара. Но вы, вот знаешь, один раз мне сказали, вот если бы была девушка, прям копия ты, в смысле не внешне, а по характеру, смог бы ты с ней встречаться? Я говорю, нет, я бы себя, как говорится, вальнул, да, через день. Вот. И вы вот именно в такой сейчас ситуации. Вы два сапога пара. И это прекрасно, но это не всегда хорошо.
Вот. И если вы вот не научитесь доверять друг другу, да, и проговаривать, что у вас на сердце, то внутри раздражение будет накапливаться. Разочарование возможно. Потому что у каждого из вас есть вот эти завышенные ожидания. От другого, я имею в виду от партнера. И вот, а вы встречаетесь не по завышенным вашим ожиданиям, а сами с собой. Вот у вас, вот знаешь, у вас так, как сказать, вы нашли друг друга. Я ни в коем случае не смеюсь, хотя смеюсь, но я просто себе представил, если бы я встречался с девушкой, которая моего характера. Вот. То есть у вас, знаешь, иногда даже вот мелкий пустяк, он способен раздуться до трагедии, потому что вы не умеете вовремя правду сказать. Понимаешь? В итоге вот эта область загадок и секретов по жрице, да, это ваше слабое место. Но еще раз повторяюсь, вы притянули к себе зеркало свое. Понимаешь? То есть вот посмотри на него, что тебе в нем не нравится, ему то же самое в тебе не нравится. Только мужчины, они больше молчат, да, как говорится, и кивают, но женщины молчать-то не могут. Как укрепить то, что уже хорошо работает по тройке жезлов? Смотри, надо смотреть вперед смелее. Не бояться строить совместные планы. Вместо вот этого бесконечного анализа ошибок лучше сосредоточиться на конкретных шагах, да, или перспективах отношений. Когда вы что-то вместе планируете, это могут быть поездки, общие хобби, какие-то обои какие поклеить, да, вы чувствуете вот этот командный дух. Так вы развиваете совместное видение вашего будущего, понимаешь? Важно не ждать, когда все само решится, да. Нет. Нужно активно придавать отношениям свежие цели. Возможно, план совместного переезда, да. Или еще что-то, где вы взаимодействуете не как в отношениях, да, а как лучшие друзья, как партнеры. И тогда вы оба начинаете жить не только прошлыми эмоциями, да, но идете к чему-то новому, плечом к плечу. А это сближает, это убирает сомнения. Есть общее дело и общие интересы, где можно проявить себя, да, и другого поддержать. И я говорю не про тебя. Ты заметь, я говорю не про тебя, я говорю про вас двоих. Потому что есть девочки на канале, которые... А почему я должна? А почему я должна? А почему не он? Он же мужик. Нет. Если вы начинаете отношения, то вы равноправны. Вот это запомните навсегда. Ты не должна всегда делать первый шаг и так далее и тому подобное. Нет, не так сказал. Ты не должна постоянно идти навстречу. Понимаешь? Но должна сделать первый шаг, если он не решается. Как шахматная партия. То есть, если ты сходила, то следующий его шаг. Понимаешь? Не страшно делать первый шаг. Не страшно. Страшно, когда ты только ходишь. Есть разница огромная. Или я обиделась, я не буду с ним мириться и так далее и тому подобное. А ты сделай первый шаг. И жди. Просто жди. Понимаешь? Это истина счастливых отношений. Делаешь шаг, а он делает свой. И ни в коем случае не твои постоянные шаги. Понимаешь? Должна быть очередность. А в идеале, конечно, сразу вместе. Как убрать несоответствие, да, по рыцарю кубков? Смотри, тут самое ключевое – это искренне действовать.
И учиться, конечно, открыто говорить, что ты чувствуешь. Рыцарь кубков, он, знаешь, про вот эту живую эмоциональность и готовность проявить там заботу, уськи-пуськи, посадить на коленки и так далее, понимаешь? Ну, не он к тебе на коленки, а ты к нему. Предстоит тебе вот научиться не копить обиды, а искренне признаваться, вот, когда что-то не так идет, но в мягкой, доброжелательной форме. Когда я хочу сказать, где много буквы «Р», да еще и «Ж» там есть, то я запинаться начинаю. Так вот, смотри. То есть, хочешь отношений идеальных, которые будут вот не как у всех. Вот хочешь же, вот научись не прогибать ни истериками, ни ссорами добиваться своего или там обидами, да, это все манипуляции. Все манипуляции в отношениях заканчиваются чем? Заканчиваются отношения. Вот так вот скажем, да? Вместо вот этого холодного молчания лучше прямо сказать там: мне важно вот это, мне некомфортно, когда вот так, и прочее, прочее, прочее. И от этого придет взаимопонимание. А иллюзии рассеются. Вот много ошибаются мужчины и много ошибаются женщины в том, что воспринимают противоположный пол как свой. Ну, например, мужчины приписывают женщинам мужское, да, женщины приписывают мужчинам женское. Да, вроде правильно сказал. То есть ты думаешь, что мужчины, они такие романтики, хотят цветы дарить, им это важно и так далее. Если любит, подарит цветы. Подарит. Но пойми, что мужчина — это не женщина. И мужикам, если они меня смотрят, да, нужно понять, что женщина — это не мужик. Если ты лежишь на диване, она не работает. Вот, кстати, знаю одних таких, где женщина тянет, работает и так далее, а мужик постоянно говорит: работы нет. Знаешь, если ты такой, было бы желание, тебе просто удобно сидеть у него на шее. Вот пойми одно, я понимаю сейчас там 21 век, там равноправие и прочее, прочее, но она девочка. Вот в отношениях позволяется, что женщина не работает. Ну, там дома сидит, там свое что-то делает, да, это позволяется. Не позволяется, когда мужик дома сидит. Ну, в смысле, не работает, да, может, он там из дома работает, это нормально. Но когда мужика тянет женщина, то, извините меня, ты не мужик. Нет, у тебя мужик твоя женщина. Тогда одень фартучек, полы помой, носки складируй как надо, да, а не там, чтобы в углу. Потому что перекос огромный идет. Потому что тебя избаловала женщина. Это я мужчине говорю, если меня смотрят. Потому что, объясню, откуда это идет, это когда вот мужик без отца, без нормального растет. Потому что мамочка у него говорит: ты мой солнышко, ты моя лапочка, и прочее, прочее, прочее. Кому ж такая красота достанется, ягодка моя? Это ж бред. Даже если у тебя было такое детство, а ты теперь сидишь у нее на шее, это стрёмно, если честно. Да, я выразился вот этим словом, но я к мужчинам обращаюсь. Просто ты трутень. И женщину свою я тебе советую просто отпустить. Что она с тобой мучается? Она тебе, как говорится,
в мамы не набивалась, а ты в ней видишь не равноправного партнера, а маму. Ну так вернись ты к своей маме. Дай женщине возможность найти нормального мужика, чтобы он там на работу ходил как минимум, чтобы она выдохнула. Я реально не понимаю, почему мне это идет, но вот мне почему-то первому варианту вот это захотелось сказать. Отпусти свою женщину к нормальному мужику. Вернись ты к маме, сиди там, как сказать, и пипиндер свой теребонькой. Но я знаю, что я грубо говорю, но я не знаю, мне почему-то по первому варианту идет вот это. Отпусти женщину, пусть она счастье попробует в этой жизни. Ты мне скажешь, я ее люблю. Если бы ты любил ее, то она бы у тебя не тянула твою семью, твою попу, извините меня за выражение. Ну, реально же. Единички, я понимаю, что вы меня не поняли, но я почему-то первому варианту это должен был сказать. Итак, ну тут все понятно, да? Давайте перейдем ко второму варианту. Итак, двоечки пристегнули штанишки и полетели. Твоя энергия сейчас по тузу мечей. Ну, знаешь, вот туз мечей — это прямолинейность вот такая. Сейчас я сформулирую. Твоя энергия — это, знаешь, как будто ты вот взяла в руки острую бритву, да, и решила, как сказать, ну, разрубить все сомнения вот одним движением. Внутри ты вот ощущаешь не просто порыв к ясности, да, вот, а вот тебе хочется порядок навести в голове. Расставить там приоритеты, не тратить время на вот эти мутные разговоры со своим мужчиной. То есть, вот как сказать, у тебя сейчас отношения, которые непонятно, вот так, непонятно к чему движется, что вообще происходит, непонятно. И вот твое состояние по тузу мечей, ты хочешь ясности. Понимаешь? И вот это состояние, когда ты готова и получить правду, и постоять за правду, и лишнее отсеять. Тебе хочется ясности в своих вот этих отношениях с ним. Понимаешь? То есть у тебя появляется вот то самое решительное настроение, при котором ты говоришь, что все, хватит вот этого, как сказать, тумана, да? Давай четко обсудим, к чему мы движемся, что происходит, дай мне ясность. И вот эта энергия, она у тебя может быть вот немножко рисковата, но за ней, зато фальши нет. И вот этих страстных порывов, да? То есть тебе нужна ясность. Но есть но, конечно же, важно не перегнуть палку. Понимаешь? Потому что, с одной стороны, честность — это очень хорошая штука, да? А с другой ты иногда можешь задеть другого человека вот этой прямолинейностью. Понимаешь? Но в целом такой настрой, он помогает тебе самой понимать, куда там идти дальше, да? Что вообще планировать и вообще планировать ли. Понимаешь? А что я тебе говорю, понимаешь? Конечно, понимаешь. Его энергия сейчас по шестерке пентаклей. Ну, он сейчас в состоянии, когда
помогать хочет, делиться, налаживать вот эти именно равноправные отношения, понимаешь? Он пытается сейчас баланс выстраивать. Если он что-то получает, то старается что-то отдать, да? Хотя иногда может казаться, как будто он, как сказать, в роли покровителя, да, сейчас, в таком состоянии. Нет, он сейчас настроен на принцип «ты мне, я тебе». Но, как сказать, не факт, что это только эгоистичный план. Нет. Он действительно умеет видеть, где нужна его поддержка тебе, да, и рад оказать ее, не чтобы тебя там купить, да, как многие девочки, как сказать, рассуждают. Он не хочет своей помощью расположить к себе. Нет, он просто может помочь и помогает, понимаешь? Однако бывает, что в таком режиме человек, он, как сказать, потом оценивает отношения через вот такую призму, сколько я вложил, а сколько я получил. Понимаешь? По-другому скажу. Нужно понять, да, что вот нет ли у него вот этого скрытого желания, что раз он помог, то ему тут же прям обязаны ответить. Если он искренне идет на контакт, делая шаги тебе навстречу, да, это супер, это здорово, это очень хорошо. Но внимание тоже нужно обратить, не пытается ли он вот не покупать твою симпатию, а вот как-то по-другому. То есть, хочет ли он благодарность в ответ? Он вот не хочет купить тебя, понимаешь, потому что он хочет равноправия. Но потом, вот понимаешь, вот как потом, не хочет ли он что-то Вот это, знаешь, у меня в голове огромный диссонанс, чтобы ты понимала, почему я, как сказать, задумываюсь так долго. Вот, как сказать, вот смотри, например, он тебе сейчас помогает, у него сейчас нет в голове, что что-то хочет получить от тебя, нету этого. Но потом, если ты не будешь, как говорится, в ответ что-то на эмоциональном уровне давать, да, там, то есть не сухое спасибо, да, а спасибо, а я тебе давай борщ приготовлю. Вот это супер, понимаешь? То есть это про равноправный обмен. Например, он тебе там помог деньгами, кредиты закрыл, который ты на мужика на прошлого взяла, да? То есть вот он тебе помог, а ты его борщом накорми. Понимаешь? То есть вот такой равноправный обмен. Ты скажешь, нет, не равноправный, он мне, там, например, да, денег больше дал, чем борщ стоит. Дело не в этом. Дело не в таком. Вот я и хочу, чтобы ты меня поняла. Дело в благодарности. И ни в коем случае не про интимья. Нет. Вот, знаешь, он тебе помог, а ты ему борщ приготовь. Реальный борщ без, как сказать, без завуалированности, говорю. То есть вот такая благодарность. Он тебе помог, ты ему тоже спасибо. Понимаешь? Но ни в коем случае я не про интим. Нет. Сфера наилучшего вашего совпадения по десятке кубков. У вас совпадение в сфере душевной теплоты. Тут трактовать десятку кубков не нужно. То есть вам хочется обоим строить вот эту уютную обстановку между вами. И у вас огромный потенциал вот этого счастливого союза, в котором есть место там для радости совместных, для праздников, для семьи. Важно, что вы оба цените честные вот эти эмоционально насыщенные отношения. Понимаешь? То есть это про атмосферу, где вот хочется домой возвращаться, да? И дома тебя не ждет скандал, ссоры и прочее, да? А любовь, забота и поддержка. И вот при правильном подходе вы можете создать действительно вот такую крепкую семью, делая жизнь друг друга вот более яркой. Именно друг друга. Никак не один счастлив, а другой пашет.
Самое главное, это, знаешь, вот не забывать, что в основе вот этого всего лежит искренность чувств и готовность эмоционально вкладываться, делиться в эти отношения и так далее. Оба, оба, ни в коем случае не один. И если вы оба пойдете к тому, чтобы вот развивать вот это теплое поле, то у вас единение душ прям вот на высшем уровне. Это все-таки десятка кубков. А вот наибольшее несоответствие — девятка мечей. Зона, где вы расходитесь, это страхи. Обиды, которые вы не умеете вместе прорабатывать. Один из вас склонен к мысленным накруткам, ожиданию худшего сценария. То есть вот один из вас, а может даже оба. Знаешь, такая склонность, когда все вроде хорошо, а хочется драмы, да? Причем драма не просто там «я хочу поругаться, потому что у меня там ПМС», да? А вот именно в голове накручиваешь и ждешь плохого. Вот просто не знаешь почему, а ждешь плохого. И в результате каждый из вас закрывается в своей голове, да, прокручивая вот эти вот негативные сценарии ваших отношений вместо того, чтобы просто открыто поговорить. И вот если у вас возникают кризисы, ссоры, конфликты и так далее, вы молча страдаете, боитесь, что другой не поймет, да, или не поддержит. Это создает нездоровый фон. Если не научиться обсуждать страхи свои вслух, да, обстановку разряжать, то все будет копиться внутри, и потом понимаешь, да? Даже мелкое недопонимание может вырасти в извергающийся вулкан, потому что копится. Как укрепить то, что уже работает по колесу фортуны? Чтобы ваши вот эти сильные стороны укрепить, нужно к переменам быть готовым. Уметь совместно приспосабливаться к новым условиям. Если жизнь вам шанс хороший подкидывает, да, то быстрее вдвоем за него хватайтесь. Пробуйте что-то новое, да. Совместный какой-нибудь бизнес, да, спонтанная поездка какая-нибудь. Важно держаться за удачные возможности, не боясь перевернуть вот это колесо фортуны, да, привычный ваш быт. Если это, конечно, ведет только к позитивному результату. Понимаешь? Вы оба можете быть людьми, которым не всегда удобно выходить из зоны комфорта своего. Но когда вы вместе решаете рискнуть, то ваша связь крепнет. Понимаешь? Это например, да? Например, а не полететь ли нам куда-то? Куда-нибудь, да, во Владивосток. Или на Северный полюс. И ты такая, давай, и все. Вот у вас эта ваша связь от такой спонтанности крепнет, понимаешь? И по карте также стоит обращать внимание на случайности, да, якобы, на подсказки судьбы. Иногда они приходят в виде мелких совпадений, которые явно намекают, куда вам надо двигаться. Например, тебе постоянно попадается экскурсия туда-то, да, и вроде такая ушла. Я имею в виду, дальше идешь, и опять экскурсия туда. И эти мелкие случайности, нужно хвататься за них. И если вы научитесь вместе ловить эту волну, да, радоваться поворотам жизни, спонтанность будет, тогда сильные стороны этих ваших отношений будут крепнуть. Как убрать несоответствие по шестерке кубков? Чтобы от ваших различий и тревог избавиться, нужно, знаешь, вспомнить, что изначально вас сблизило. Вернуться назад, да, и вспомнить. И это та самая простая, светлая эмоция в самом начале, когда между
вами была вот эта детская открытость, да, доверие. И вот здесь важно чаще говорить с друг другом по-доброму, в той энергии, понимаешь? Воспоминаниями делиться, там, приятными общими моментами, которые прошли. Позволять там милым жестом быть в ваших отношениях, да, проявлением ласки. Например, ты ему там открыточку, а он тебе шарик. Понимаешь? Если научитесь относиться друг к другу не как сказать, не как ко взрослым с кучей там обид, ожиданий и так далее, а как к хорошему другу, да, или подруге, которые умеют прощать, радоваться мелочам, несмотря ни на что, это будет преодолевать барьеры между вами. Понимаешь? И, конечно же, вам нужно совместно отпускать прошлые обиды. Например, он храпит, ты ему дала леща, сядьте, обговорите. То есть, чтобы ни он не обижался, ни ты не обижалась. Понимаешь? И у вас между вами есть какая-то болезненная ситуация, которая идет долго. И вот нужно ее обсудить, но без ссор, без вот этих продавлений, да, а вот с более легким и мягким настроем и закрыть эту больную главу. Тогда вы сможете вернуть вот это теплое чувство без всяких, как говорится, скелетов в шкафу. Понимаешь? И это ваша основа настоящего слияния ваших душ. Понимаешь? Понимаешь, куда ты денешься, понимаешь, если тебе расклад. Обязательно приходи в проживание арканов, это ты все проработаешь. А мы с вами давайте перейдем к третьему варианту. Ну что, троечки, пристегнулись, полетели. Твоя энергия сейчас по императору. Ну, опять же говорю, да, даже трактовать не нужно, потому что ты вот сейчас император. Ты задаешь тон всему, что вокруг происходит. Потому что внутри у тебя такое ощущение, что вот все должно идти по плану, да, четко выстроенному и так далее. Ты вот чувствуешь, что вот что обязана вот держать всю свою жизнь под контролем. Работа, семейные там какие-то вопросы, дела ежедневные, быт и так далее. Все под твоим жестким контролем. Ты не хочешь пускать все на самотек и стараешься свою жизнь вот прям по полочкам разложить, выставляя где-то там четкие рамки, да, где-то правила. С одной стороны, это дает тебе уверенность, да, потому что ты говоришь, вот я знаю, чего хочу, я знаю, как этого достичь. А с другой стороны, иногда такой настрой, знаешь, слишком жесткий. Люди, которые рядом вокруг тебя, они чувствуют, что ты хочешь контролировать и их, понимаешь, а не только свою жизнь. Но в целом твоя энергия, она про силу, про лидерство, про умение брать ответственность за свою жизнь в свои собственные руки, да? И это полезно для решения каких-то серьезных задач. Но и забывать не нужно, что нужно иногда-то и расслабиться, доверившись своему там мужчине или женщине, если мужчина смотрит, а не тащить все одному или одной. Его энергия сейчас паш мечей. Ну, этот человек, он, как сказать, выглядит и любопытным, и немного напряженным. Внутри у него вот, как сказать, куча вопросов.
Он как будто ищет информацию о себе, о тебе, о ваших отношениях, о вообще перспективах. И он может вести себя настороженно, потому что, как сказать, у него огромное желание понять, что к чему. То есть познание вот этого всего. Его энергия — это смесь любопытства и осторожности. Он как будто проверяет, не пытаются ли его там где-то обмануть, да, не запутывают ли его. Примерно вот так. И ему важно собрать все детали пазлика. Даже если он не говорит об этом вслух, но он пытается вот этот пазл собрать у себя в голове. И тебе кажется иногда, что он, может устроить там неожиданный допрос с пристрастием, да? Или то и дело выкидывает какие-то острые замечания. Но в глубине души это потребность разобраться, насколько ему доверять стоит тебе, да? Не попадет ли он в ловушку, потому что был горький опыт. И если ты чувствуешь его недоверие, да, то лучше спокойно и честно отвечать, без вот этого, напряжения. Тогда он быстрее убедится, что все идет, как говорится, по-честному. Сфера наилучшего совпадения по десятке жезлов — это, конечно, карта на нагрузку говорит. Здесь про ваши стильные стороны. Вы оба умеете терпеть, тащить на себе непростые задачи, да, не бросая дело жезлы по пути. Вы сходитесь на том, что вы не пасуете перед сложностями. Вместе вы можете взвалить на себя кучу обязательств, да, несмотря на усталость и так далее, и все до конца довести. То есть у вас сфера совпадения, она, знаешь, про что говорит? Как сказать-то? Когда нужно, то вы вдвоем способны вкалывать ради общего результата, не страшась тяжелого груза. Как по-другому сказать, не знаю. Понимаешь, у вас практичное совпадение. Вместе, например, вы можете начать какой-то бизнес, ремонт, дом построить и так далее, и вы не сдаетесь после первых сложностей. И если уж занялись делом оба, да, то цели добьетесь. У вас такой не настырный, я бы сказал, да, настырный настрой. Понимаешь? У вас главное только одно не забывать. Отдыхать тоже нужно. А то оба, как говорится, от переутомления свалитесь. Сфера наибольшего несоответствия по королю кубков, да? Это где, эмоции, выражение чувств, взгляды, они не сходятся. Один из вас очень чувственный, да, готовый обсуждать, переживать за все подряд. А второй, наоборот, как говорится, держит эмоции при себе. То есть король кубков — это про чувство несоответствия у вас. Один такой, а другой противоположный. Или один ждет от своего человека, от своего партнера постоянного тепла, романтики, а другой не понимает, что так нужно. Понимаешь? Из-за этого возникают недомолвки, да, например, что кто-то ждет, что ему будут говорить про любовь, про заботу, цветочки подарят. Извиняюсь. Цветочки подарит, да, а получает ровным счетом ничего, потому что другой не понял. Или наоборот, что кому-то кажется, что все сказано, как говорится, взглядами, а второй мечтает, чтобы его обняли, а его не обнимают. И если вы не попытаетесь найти компромисс, да, то такая разница в проявлении эмоций,
она приводит там к обидам, к чувству недооцененности. Так что вот важно понять, что если из вас кто-то более закрыт, да, или более требователен в эмоциональном плане, чтобы вот это все уравновесить, понимаешь, между вами, какую-то золотую середину найти. Например, понедельник — день обнимашек, вторник друг друга не трогаем. Ну, потому что у вас полная противоположность, а угодить, как говорится, каждому же нужно. А если он не согласен, один из партнеров не согласен, что нужна золотая середина, да, то она, значит, шубу не получает. Как укрепить то, что уже хорошо работает по отшельнику? Ну, знаешь, вам обоим нужно выделять время на личное пространство и вот на личные размышления, а не постоянно в контакте находиться. Понимаешь? Иногда нужно уединиться. И тебе, и ему. Понимаешь? Спокойно там подумать, обдумать отношения, цели, там, желания. Когда вы даете себе такую вот тишину, да, отдых, это ни в коем случае не значит, что вы отдаляетесь. Наоборот. Вы приходите к своему мужчине, к своей партнерше, да, там, с более ясными мыслями. Понимаешь? Нужно еще прислушаться к внутреннему голосу по отшельнику, к своему опыту, а не только вот к советам со стороны. Если у вас есть привычка советоваться с подругами, с друзьями и так далее, карта ясно говорит: знай меру. Понимаешь? Потому что ваше понимание друг друга, оно важнее, чем мнение со стороны. Особенно подруг, которые там свободны, у которых не так все хорошо идет, как у вас. Понимаешь? Потому что я объясню, если вы оба вкалываете, да, то у вас есть ресурсы, деньги. А у какой-то подруги, например, там мужик на диване лежит или вообще она не работает и так далее, соответственно, просыпается зависть и начинаются советы со стороны, что он тебя недооценивает. И вот эти зернышки, они пытаются поселить в твой мозг. Понимаешь? Поэтому отшельник. В ваших отношениях есть только двое. Третий кто-то лезет. До свидания. Понимаешь? Тебе такие подруги не нужны. Почему говорю только тебе? Потому что, мужики таким не делятся, да? Если мужики на рыбалку поехали, то уж поверь, там ему будет не до обсуждения. Я ни разу, кстати, не слышал, чтобы мужики обсуждали своих жен. Вот ни разу, во всяком случае, в моей компании никто там своих жен, девушек, отношений не обсуждал. В основном это, знаешь как? А я такую рыбу поймал, и начинает чесать, какую он когда-то иллюзорную огромную рыбу поймал. Примерно вот такие, да? А у нас еще, когда с товарищами на рыбалку ездили, то у нас в основном, знаешь, ночью костер и вот эти страшные истории. А ты на природе, и где-то там сова ухает, и какие-то гиены скрипят, да, зубами. И вот у нас в основном так. Но никак не про то, что она тебе не нужна, а она плохая. А вот девочки такое любят. Поэтому говорю именно про девочек. Если у тебя мужик обсуждает тебя со своими друзьями, то это вряд ли мужик, то ты себе нашла подругу, а не мужика. Как убрать несоответствие? Смотри, чтобы вот сгладить разницу, да, между вами, нужно научиться вместе планировать ваше будущее, глядя в одну сторону, но учитывая мнение каждого. Понимаешь? Карта про то, что вот нужно сесть и откровенно обсудить, чего вы вообще хотите.
От отношений, от жизни, от себя, от другого, от партнера. Не пытайтесь подавлять желание его. Или ее, да, если мужчина смотрит. И там навязывать только свою позицию. Нет, всегда золотая середина. Чтобы все довольны и оба недовольны. Нет, чтобы все довольны или оба недовольны. Понимаешь? Одно из двух. Никак не может быть, что она довольна, он нет. Он доволен, а она нет. Нет. Это, знаешь, вот как я всегда говорю, если женщина готовит, то ты в это время, не в это время, если женщина готовит, то ты потом моешь посуду за всеми. Не за собой только. И нормально моешь. Я люлей получал, когда плохо посуду мыл, от бабушки, от своей. Она говорит, я готовлю. Ты, говорит, моешь. Не помоешь нормально, я возьму крапиву. Вот, поэтому всегда равноправие, даже в таких мелочах. Она говорит там, не мешайся мне, иди там где-то погуляй, я полы помою, ты. Я мужчине, я имею в виду говорю. Ты что берешь? Берешь тряпку, мочишь, никуда не... без мата. Никуда не уходишь, берешь тряпку влажную, хорошо ее выжимаешь, чтобы разводов не было, протираешь пыль. Это залог счастливых отношений. Никаких «я устал на работе», ты мужик. Так же и женщине. Если он... О чем там? Если он готовит, то посуду моешь ты, полы моешь ты. Все просто. Все должно быть одинаково. И я ни в коем случае не про равноправие в плане он мужик, я женщина и так далее, гендерное превосходство и прочее. Нет. Я про человеческие отношения. Понимаешь? И умейте говорить ротом. Что-то тебе не нравится, не молчи. Что-то ему не нравится, тоже не молчи. Понимаешь? Это я сейчас обращаюсь к двоим, а не к одной. Еще важное правило в ваших отношениях: всегда спите вместе, независимо от того, насколько вы поругались. Создайте правило, что если поругались, вот просто правило. Давай попроще объясню. Если поругались, то ночь, она стирает все правила. С утра можете дальше продолжать дуться, обижаться, все по разным углам, но ночь, она стирает все. Поэтому, несмотря на то, что он меня обидел и прочее другое, ложишься, обнимаешь его, говоришь, что он у тебя умничка. Если ты виновата, ты же умная у меня девочка, поэтому ты знаешь, когда ты виновата. Обнимаешь, говоришь, какой ты у меня умничка. Утром можешь дальше обижаться и так далее. Если он вредничает, ты его обнимаешь, ты у меня умничка, ты у меня солнышко, денежки зарабатываешь. Если он вредничает, ты нашла себе подругу, не мужика. Если ты так не делаешь, то есть не признаешь свою вину, потому что девочка, да, то и не обнимаешь его, то правило: шубу ты не получаешь. Я не знаю, что у вас. Просто создайте такое правило. Да, оно тебе кажется каким-то шуточным и так далее, но это вас сблизит. Просто поверь. Просто создайте правило, что ночью все обиды забываются, ночью вы совершенно другие люди. Утро настанет, можете дальше возвращаться, как говорится, в свои маски обижулик и прочее, но ночь, она стирает это все. Понимаешь? Вот создайте такое правило. Кто-то не соблюл правила, то он не получает там летнюю резину на лето,
а ты не получаешь шубу. Ну и все просто. Залог здоровых отношений. Ой, вот такой у нас сегодня был расклад. Я не знаю, он вам понравился или нет. Пишите комментарии и помните, что дед всегда рядом, и если ты не в проживании, то пришла пора.